Привет, друзья! Этот канал об интересных фактах и событиях. Германия подарила миру не только великих инженеров и философов, но и совершенное биологическое оружие. Сегодня мы не просто сравниваем двух собак. Мы сравниваем две концепции силы. С одной стороны, элегантность, доведенная до абсолюта. Скорость мысли, опережающая действие. Собака, которая похожа на оголенный нерв. Это доберман. С другой стороны, архаичная мощь, спокойствие скалы и уверенность, которой не нужно доказательств. Это ротвейлер. Многие выбирают их глазами, но совершают фатальную ошибку, не понимая сути. Почему добермана называют собакой, с которой не расслабишься? Почему ротвейлер однажды сядет вам на шею? Обычно в интернете их сравнивают так: кто кого победит в бою. Но давайте честно, нам с вами не на гладиаторские бои выходить. Нам с этой собакой жить в одном доме, гулять в парке. Чем они реально отличаются в быту? И главное, кто из них подойдет именно вам по характеру? Давайте поговорим с вами по-простому. Откуда они взялись? Чтобы понять собаку, надо знать, для чего ее вообще придумали. Тут разница колоссальная. Начнем с ротвейлера. Это, по сути, работяга из деревни. Его предки пришли еще с римлянами, но сформировался он в немецком городе Ротвейль. Чем он занимался? Охранял коров и таскал телеги с мясом. Оттуда и родилось немецкое название. Собака мясника Мецгерхунд. Любопытный факт из истории. Мясники, когда шли в бар после работы, вешали кошелек с выручкой на шею ротвейлеру и могли спокойно напиваться. Никто к собаке не подходил. То есть ротвейлер — это такой надежный друг, который не пьет. Ему не нужно 100 раз повторять. Он сам знает, что делать. Во времена Первой и Второй мировых войн ротвейлеров привлекали для доставки сообщений, охраны лагерей и баз, перевозки раненых, грузов и снабжения, охраны складов. Ротвейлер с внимательным, пронизывающим взглядом стал для режиссеров идеальным темным стражем, а его роль в фильме «Омен» навсегда закрепила образ породы в кино. Доберман — это совершенно другая история. Это единственная немецкая порода, названная в честь своего создателя — Фридриха Луиса Добермана. Он был сборщиком налогов и ночным полицейским. Его ненавидели, на него нападали. Ему нужен был телохранитель. Доберман — это порода XIX века. Генетический коктейль. Немецкий пинчер, ротвейлер. Да-да, кровь ротвейлера течет в добермане. Грейхаунд для скорости, веймаранер для чутья. На его родине, в немецком городе Апольда, Тюрингия, есть памятник доберманам. Доберманы, такие как Буч, служили с американскими солдатами во время Второй мировой войны, выполняя охранные и патрульные задачи на фронте. В кино доберман почти всегда выглядит как живая стрела. Быстрый, точный, выразительный. Самый яркий пример — криминальная классика The Doberman Gang, а также зловещий и мистический персонаж добермана в фильме «Дракулас Дог». Сегодня и доберман, и ротвейлер служат в полиции, армии, охранных и поисково-спасательных подразделениях. Характеристики породы и поведения. Доберман — это высокий, элегантный, подтянутый атлет. Рост обычно около 70 сантиметров, вес — около 40 килограммов. Но визуально он всегда выглядит легче, чем есть. Цвет — классический черно-подпалый, коричнево-подпалый, редко бежевый, голубовато-серый и белый. Когда-то уши и хвост купировали почти всем. Сейчас все чаще встречаются доберманы в натуральном виде. Ротвейлер — полная противоположность, низкий центр тяжести, мощный корпус. Рост около 65 сантиметров, вес могут иметь под 60 килограммов. Цвет единственный — черный с подпалом. Уши у породы никогда не купировали, а хвост по современным стандартам оставляют естественным. Знаете, как называют владельцы своих доберманов? Собака-липучка. Если вы завели добермана, забудьте про личное пространство. Вы на кухню, он за вами. Вы в туалет, он сидит под дверью и вздыхает. Вы на диван, он пытается залезть к вам на руки, хотя весит 40 кило. У него энергия бьет через край. Ему постоянно нужно чем-то заниматься. Если вы ляжете на диван и будете лежать весь день, доберман вас достанет или разнесет квартиру от скуки. У него очень быстрый мозг, он схватывает все на лету.
но ему нужно движение. Миф о добермане – истеричка с нестабильной психикой. Реальность – это собака-холерик. У них взрывной темперамент. Да, они требуют выхода энергии. Мозг добермана требует задач. Ротвейлер – это полная противоположность. Это сангвиник, иногда даже флегматик. Дома его часто вообще не видно и не слышно. Он нашел себе угол, упал и спит. Ротвейлер уверен в себе. Ему не нужно каждую секунду проверять. «Хозяин, ты тут? Ты меня любишь?» Он и так знает, что он красавчик. Но у Ротвейлера есть особенность – упрямство. Он тугодум в хорошем смысле. Ты ему командуешь, а он сначала подумает, а надо ли оно мне? С ним нужно быть твердым, но спокойным. Если на добермана можно прикрикнуть, и он сразу поймет, то Ротвейлер может обидеться или упереться. Миф о Ротвейлере – тупой и злобный. Реальность. Ротвейлер обладает одним из самых устойчивых типов психики. Он не лает напрасно. Это думающая собака. Если Ротвейлер напал, это почти всегда ошибка владельца, который сломал собаку жестокостью или вседозволенностью. Они склонны к доминированию, да, но в семье это часто большие плюшевые медведи, которые позволяют детям дергать себя за уши, пока не почуют угрозу. Друзья, в видео используются иллюстрации, созданные автором. В нашем портфолио собраны все породы собак. Если вы хотите ознакомиться с ними или приобрести для личного либо коммерческого использования, переходите по ссылкам в описании канала. А мы продолжаем. Давайте поговорим о том, как они работают. Многие спорят, кто сильнее, но это некорректный вопрос. Спросите лучше, кто эффективнее в разных условиях. Представьте ситуацию. Темный переулок, идет хулиган. Доберман сработает на опережение. Он как выстрел. Он начнет лаять, прыгать, показывать зубы еще издалека. Его задача — напугать и не подпустить. Ротвейлер может вообще молчать до последнего. Он просто встанет перед вами и будет смотреть из-под лобья. И если враг не понял, он просто пойдет вперед и снесет массой. Если Ротвейлер схватил, он не отпустит, будет висеть, терпеть удары. Разница простая. Доберман — это активная оборона, много шума и движений. Ротвейлер — это пассивная мощь, которая включается только когда реально надо. Кстати, именно поэтому Ротвейлер считается более опасным для новичка. Он не предупреждает 100 раз, а просто делает. Козырь Ротвейлера — физическая масса и колоссальная сила сжатия челюстей. Один из самых высоких показателей среди собак. Если Ротвейлер пошел в атаку, его задача — сбить с ног и подавить массой. Он не суетится, в нем есть пугающая уверенность танка. Он может терпеть боль, игнорировать удары. Включить его сложнее, но выключить атакующего Ротвейлера — задача не для слабонервных. Стиль добермана укусил, ушел, повторил. У него нет жировой прослойки, защищающей от ударов, поэтому его защита — скорость и ярость. Интеллект добермана феноменален, но он же и его проклятие. Он анализирует ситуацию быстрее человека. Пока Ротвейлер думает над командой, доберман уже придумал, как ее обойти. В современном мире доберманов почти убрали из полиции и армии. Не потому, что они слабые, а потому, что они слишком умные и слишком привязанные к проводнику. Доберман не может жить в вольере, он умирает от тоски без человека, а Ротвейлер самодостаточен. Почему добермана называют собакой с человеческим мозгом? Звучит как комплимент, но на деле это вызов. С этой собакой вы никогда не расслабитесь, потому что она не просто выполняет команды. Она вас анализирует. Доберман считывает ваше настроение, вашу мимику, даже ритм дыхания. Это не слуга, это интеллектуальный партнер. Если вы дали слабину или сегодня не в настроении, доберман это поймет и начнет проверять границы дозволенного. Это постоянная ментальная дуэль, игра в шахматы, где ваша собака пытается переиграть вас на шаг вперед. Он требует диалога, а не просто миски с едой. А что с Ротвейлером? Его часто называют упрямым, но я бы подобрал более точное определение. Это несгибаемый консерватор. В отличие от добермана, он не будет суетиться или хитрить. Ротвейлер давит своим спокойствием. Опасность в том, что его доминирование происходит тихо. Он не рычит на вас сразу,
Он просто однажды не уйдет с дороги. Потом медленно выполнит команду. Потом решит, что диван — это его место. Если доберман уверенно требует власти, то ротвейлер уверен, что власть уже принадлежит ему по праву рождения. И если вы не обладаете достаточной твердостью духа, то он однажды просто перестанет вас слышать, решив, что он в этой стае старший. Нельзя не сказать о здоровье. Это важно знать до покупки щенка. Доберманы — невероятно красивые собаки с разбитым сердцем. Кардиомиопатия — бич породы. Простыми словами, сердце просто останавливается. Причем собака может быть молодой, активной, красивой. Раз — и все. Поэтому, если берете добермана, готовьтесь раз в год делать эхо сердца и холтер. Это обязательно. Это не шутки. У ротвейлера свои проблемы. Они тяжелые, поэтому страдают суставы, дисплазия, разрыв связок. Плюс они склонны к ожирению. Если ротвейлера перекармливать и мало гулять, получится больной кабачок на ножках. Ну и онкология у них встречается часто. Звучит грустно, но это цена за владение большой породистой собакой. Просто проверяйте родителей щенка и делайте тесты. Ну и главное, кого выбрать? Смотрите на себя в зеркало. Кто выбирает добермана? Это эстеты, перфекционисты, физически активные люди, которые ценят грацию и интеллект. Вам нужен партнер, который смотрит вам в рот, который ловит каждый ваш жест. Доберман — это ваше зеркало. Если вы нервничаете, он паникует. Если вы собраны, он идеален. Доберман — это Феррари. Дорого, престижно, быстро, но требует идеального ухода и внимания. Кому подойдет ротвейлер? Если вам нужен надежный друг, с которым можно и помолчать. Если вы не любите суету, не хотите бегать марафоны каждый день, а хотите просто спокойно гулять по улице, зная, что к вам никто не подойдет, берите ротвейлера. Но учтите, вам нужен внутренний стержень. Ротвейлер чувствует слабину. Если вы мягкий человек, он сядет вам на шею и станет главным в доме. Ротвейлер — это Гелендваген. Квадратный, тяжелый, надежный, пройдет где угодно. Теперь поговорим о теме, от которой все уворачиваются. Об агрессии. И главное, о том, кто на самом деле опаснее. Доберман, ротвейлер или человек, который держит поводок. Доберман — это внезапность. Рвет быстро, как лезвие. Ротвейлер — это масса. Давит медленно и неотвратимо, как пресс. Сравнивать их — все равно, что сравнивать гранату и кувалду. Разные инструменты. А итог в руках идиота одинаковый. Почему это вообще происходит? Доберман реагирует остро. Он способен рвануть на движение, которое посчитал сигналом. Ротвейлер не любит, когда его ставят на место. Он не предупреждает долго. Он делает. Многие владельцы хотят мощь, но не хотят дисциплины. Им нужен пес-охранник по команде включить, но свой собственный мозг они включать не спешат. Ребенок поднял руку, доберман увидел сигнал и бросился. Не потому что агрессивный, а потому что хозяин не научил, какие движения игра, а какие повод к действию. Мы любим собак за интеллект, но забываем, что интеллект — это реакция. И когда хозяин не учит границы, ситуация выходит из-под контроля. Во двор зашел незнакомец. Ротвейлер не предупредил. Он сделал свою работу. Хозяин не научил, что человек в воротах — это не всегда угроза. Это не агрессия, а отсутствие обучения. А разбираться потом придется не собаке, а хозяину, в суде. С другой стороны, и доберман, и ротвейлер спасали людей, закрывали детей собой, останавливали нападавших. Их этому научил не инстинкт, а владелец, который знал, что делает. Иногда самым простым решением может казаться просто запретить породу. Звучит так же наивно, как запретить молотки, ведь ими тоже бьют. Доберман — прецизионный инструмент, как хирургический нож. Ротвейлер — силовой инструмент, как тяжелый молоток. Оба могут спасать, оба могут вредить. Вопрос один. Кто держит инструмент в руках? И скажите честно, кого страшнее встретить на улице? Мощную собаку или слабого владельца? Подводя итог. Нет плохой породы. Есть неправильный выбор. Если вам нужен пес-тень, пес-интеллектуал, который будет спать с вами под одеялом и готов умереть за вас через секунду после пробуждения,
Ваш выбор. Доберман. Но будьте готовы уделять ему 24 часа в сутки. Если вам нужен самостоятельный напарник, непоколебимый страж, который прощает ошибки в дрессировке чуть больше, но требует твердой руки лидера, идеальный выбор – ротвейлер. Я специально не стал говорить, кто лучше, потому что лучше та собака, с которой вам комфортно жить. Напишите в комментариях, кто вам ближе по духу – суета и драйв добермана или спокойная сила ротвейлера. Интересно почитать, как вы выбирали. Переходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь комментариями. О каких собаках вы бы хотели увидеть следующее видео? Для тех, кому удобнее смотреть видео на английском, переходите на Heart Inside You English. Спасибо за то, что были с нами. До новых встреч!